Вглядитесь в историю региона, где человеческая жизнь веками ценилась дешевле связки спелых бананов или килограмма белого порошка. Земля невероятной красоты, потрясающей культуры и колоссальных природных богатств в 20 веке превратилась в гигантскую песочницу для самых безумных, кровавых и циничных геополитических экспериментов на планете. Здесь пылкие идеалисты, обещавшие всеобщую свободу и равенство, в итоге строили на тропических островах концлагеря для инакомыслящих, а суровые генералы в темных очках, заявлявшие о спасении нации от красной угрозы, сбрасывали политических оппонентов с военных вертолетов прямо в холодные воды океана, искренне считая, что только так можно навести порядок. В этой истории тайные агенты ЦРУ свергали абсолютно легитимных, демократически избранных президентов просто потому, что те мешали американским фруктовым корпорациям максимизировать прибыль. А криминальные бароны, выстроившие империи на нелегальном трафике, зарабатывали столько безумных денег, что на полном серьезе предлагали оплатить внешний долг целой страны, лишь бы правительство не мешало им вести бизнес. Как цветущий континент превратился в арену бесконечной бойни холодной войны? Почему Латинская Америка на десятилетия стала синонимом военных переворотов, эскадронов смерти и коррупции? И кто на самом деле дергал за ниточки из-за кулис, превращая целые государства в свои личные корпоративные филиалы? Сегодня мы проведем глубокое расследование и пройдем по следам самых зловещих, хитрых и противоречивых правителей Латинской Америки. Чтобы понять, как целый регион докатился до жизни такой, нужно отмотать время немного назад и вспомнить унизительный термин «банановая республика». Сегодня это звучит как ироничная метафора, но 100 лет назад это была суровая, безжалостная экономическая реальность. Еще в 1823 году Вашингтон провозгласил знаменитую доктрину Монро, которая, если перевести ее с витиеватого дипломатического языка на человеческий, звучала предельно просто. Все западное полушарие – это наш эксклюзивный задний двор, и только мы решаем, кто здесь играет. В конце XIX века американские бизнесмены осознали, что на тропических фруктах, особенно на бананах, можно делать миллиарды долларов. Крупнейший гигант того времени, корпорация United Fruit Company, постепенно скупила миллионы акров лучшей, самой плодородной земли в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике и Сальвадоре. Местные жители с ужасом называли эту корпорацию «Эль Пульпо», что в переводе с испанского означает «спрут», и это прозвище было абсолютно точным. Щупальца компании проникли во все сферы жизни. United Fruit Company была государством в государстве, только вместо флага и гимна у них был банан. Они не платили налогов, они владели единственными глубоководными портами, они контролировали почту, телеграф и все железные дороги. Если гватемальский фермер хотел отправить мешок кофе на экспорт, он был обязан платить американцам по их монопольным тарифам. Местные президенты назначались и снимались по щелчку пальцев из офиса компании в Бостоне. Но в 1951 году система дала сбой. В Гватемале к власти пришел молодой, образованный и прогрессивный офицер Хакобо Арбенс. Он посмотрел на вопиющую нищету своего народа, на крестьян, умирающих от голода на фоне бескрайних зеленых плантаций, и решил провести земельную реформу. Арбенс не был фанатичным коммунистом. Он просто хотел забрать у корпорации те гигантские территории, которые годами стояли невозделанными, и раздать их сотням тысяч нищих семей. И Арбенс предложил американцам гениальную, юридически безупречную сделку. Он сказал: «Господа, я не буду ничего отбирать силой. Я честно выкуплю ваши земли ровно по той стоимости, которую вы сами годами указывали в своих официальных налоговых декларациях». И тут корпорация буквально поперхнулась от возмущения. Ведь чтобы десятилетиями не платить налоги в гватемальскую казну, они занижали реальную стоимость своих земель в десятки и сотни раз. Попасться в ловушку собственной корпоративной жадности невероятно обидно. Признать реальную цену означало публично расписаться в колоссальном налоговом мошенничестве, отдать землю за копейки, потерять актив. Но вместо того, чтобы пойти на компромисс, фруктовые магнаты просто позвонили своим высокопоставленным друзьям в Вашингтон.
И вот здесь начинается чистый геополитический триллер. Сюрприз-сюрприз, тогдашний директор ЦРУ Аллен Даллес и его брат, госсекретарь США Джон Фостер Даллес, в прошлом были главными корпоративными юристами и крупными акционерами этой самой United Fruit Company. Интересы американского государства и частного бананового бизнеса слились в один стальной кулак. Президенту США тут же положили на стол доклад о том, что в Гватемале якобы зреет страшный советский заговор, угрожающий национальной безопасности. Был нанят отец современного пиара Эдвард Бернейс, который через купленные статьи в американской прессе демонизировал Арбенса, превратив умеренного реформатора в монстра. В 1954 году ЦРУ запустила операцию с издевательским названием «PB Success». На американские деньги в соседнем Гондурасе наняли армию наемников. ЦРУ развернула масштабную психологическую войну. Тайные радиостанции глушили государственное радио Гватемалы и транслировали фейковые репортажи о продвижении несуществующих огромных колонн повстанцев. Американские самолеты без опознавательных знаков начали сбрасывать на столицу не только настоящие бомбы, но и динамитные шашки, чтобы создать максимальный шум и панику. Нервы у гватемальской армии не выдержали. Арбенс был предан своими же генералами и бежал из страны. К власти привели карманного диктатора Кастильо Армоса, который первым же указом вернул все земли корпорации Эль Пульпо и отменил для нее любые налоги. Из-за бананов, амбиций и жадности Гватемала погрузилась в кошмарную гражданскую войну, которая длилась 40 лет и унесла жизни 200 тысяч человек. Шаблон был создан и отлит в граните. Тронешь американские деньги в Латинской Америке, жди в гости ЦРУ. На фоне этого тотального цинизма, унижения и нищеты в 1959 году взрывается Куба. В то время остров был эдаким гигантским тропическим Лас-Вегасом на стероидах. Куба была легальным баром, публичным домом и прачечной для отмывания денег американской мафии. Знаменитый мафиози Мейер Лански проводил в Гаване съезды криминальных боссов, а всем этим праздником жизни за щедрый процент управлял коррумпированный кубинский диктатор Фульхенсио Батиста. Разрыв между сияющими неоном казино, где богатые туристы проигрывали состояние, и нищими тростниковыми полями, где крестьяне не могли позволить себе обувь, был чудовищным. И тут на историческую сцену выходит молодой, невероятно харизматичный, красноречивый адвокат Фидель Кастро. Вместе со своим братом Раулем и аргентинским врачом-романтиком Эрнесто Че Геварой он покупает в Мексике старую яхту «Гранма», рассчитанную на 12 человек, набивает ее 82 вооруженными до зубов повстанцами и плывет делать революцию. Высадка оборачивается катастрофой, армия Батисты расстреливает почти всех, но Кастро и еще около дюжины выживших уходят в горы Сьерра-Маэстро. Там начинается легендарная партизанская война. Фидель обладал гипнотическим даром убеждения. Он создал миф о непобедимой повстанческой армии. В январе 1959 года режим Батисты рухнул как карточный домик. Диктатор сбежал, прихватив золотой запас, а бородатые партизаны триумфально вошли в Гавану. Поначалу весь мир, включая многих в правительстве США, аплодировал кубинскому Робин Гуду. Фидель обещал восстановить Конституцию, провести свободные выборы и дать землю крестьянам. Но Кастро был кем угодно, только не дураком. Он прекрасно понимал, как только он начнет забирать у американских корпораций кубинские сахарные заводы, телефонные компании и нефтеперерабатывающие фабрики, его ждет точная копия гватемальского сценария. Поэтому Фидель действует на опережение. Он объявляет о жесткой национализации всей крупной собственности и делает резкий, радикальный геополитический разворот в объятия Советского Союза. Для Москвы получить лояльного союзника и военную базу всего в 90 милях от Флориды было королевским подарком. В ответ ЦРУ включает режим «убить Билла». США вводят против Кубы жесточайшее, удушающее экономическое эмбарго, которое действует до сих пор. В 1961 году американские спецслужбы готовят и финансируют вторжение кубинских эмигрантов в заливе Свиней,
уверенные, что народ восстанет против Фиделя. Но Кастро лично командует обороной и за 3 дня на голову разбивает наемников, нанеся ЦРУ одно из самых унизительных поражений в истории и превратившись в мировую икону антиимпериализма. Следом разразился Карибский кризис, едва не уничтоживший планету в ядерном огне. А на самого Фиделя начинается маниакальная охота. По разным подсчетам, на него было совершено более 600 попыток покушения. В ход шли отравленные сигары, заминированные морские ракушки на его любимом пляже, акваланги, зараженные смертельным грибком, и даже химикаты, которые должны были лишить его знаменитой бороды, чтобы разрушить его мистический авторитет. Серьезно, в какой-то момент казалось, что спецоперации в Лэнгли планирует сценарист мультиков про Тома и Джерри. Но Фидель оказался пуленепробиваемым и пережил 9 американских президентов. Однако за эту независимость и стабильность кубинцам пришлось заплатить страшную цену. Защищая свою власть, Кастро выстроил жесткую параноидальную репрессивную машину. Свободные выборы отменили за ненадобностью, оппозиционную прессу уничтожили на корню. Были созданы комитеты защиты революции, система тотального доносительства, где соседи следили за соседями. Тысячи несогласных отправились в тюрьмы или трудовые лагеря, а более 1 миллиона кубинцев бежали с острова на самодельных плотах во Флориду, рискуя утонуть в океане. Но история не бывает черно-белой. При всем авторитаризме режима нельзя отрицать колоссальные, беспрецедентные достижения Кастро в социальной сфере. Всего за 1 год его правительство организовало национальную кампанию и полностью ликвидировало безграмотность на острове. Куба выстроила систему бесплатного образования и медицины, которая по своему уровню превзошла многие развитые страны. Кубинские врачи-интернационалисты стали главным экспортным брендом острова, спасая людей от Африки до Латинской Америки. Кастро продержался у власти полвека, медленно превратившись из пылкого романтичного партизана в классического неподвижного и забронзовевшего монарха холодной войны, оставив свою страну законсервированной во времени. Появление коммунистического форпоста прямо под боком до смерти напугало Белый дом. В Вашингтоне была негласно принята новая доктрина. Больше никаких левых парней, никаких социалистических экспериментов в нашем полушарии. Цена жизни местного населения больше не имеет значения. Эта паранойя привела к одной из самых мрачных трагедий XX века, разыгравшейся в 1973 году в Чили. В Чили, в отличие от Кубы, к власти абсолютно законным демократическим путем пришел убежденный марксист, интеллигентный врач Сальвадор Альенде. Он верил в демократический путь к социализму. Его правительство даже запустило невероятный, фантастический для своего времени проект «Киберсин», попытку создать футуристический прообраз интернета, сеть из телексов, которая должна была в реальном времени управлять всей экономикой страны из гигантского командного пункта, похожего на мостик космического корабля из «Звездного пути». Но Альенде совершил непростительную с точки зрения Вашингтона вещь. Он национализировал медные рудники, главный источник богатства Чили, ранее принадлежавший американским корпорациям. Реакция Ричарда Никсона и Генри Киссинджера была мгновенной и беспощадной. Никсон отдал прямой приказ директору ЦРУ: «Сделайте так, чтобы экономика Чили закричала от боли». Были разработаны 2 плана давления. США заблокировали международные кредиты, обрушили цены на медь, а ЦРУ начало щедро финансировать забастовки чилийских дальнобойщиков, парализовав логистику и вызвав искусственный голод и гиперинфляцию. В стране воцарился хаос. Альенде доверился армии и назначил главнокомандующим генерала Аугусто Пиночета, который казался тихим, лояльным служакой. 11 сентября 1973 года этот тихий служака устроил кровавую баню. Армия штурмовала президентский дворец Ла-Монеда с использованием танков и истребителей. Альенде погиб в горящем кабинете с автоматом в руках, отказавшись сдаться. Пиночет захватил власть и решил навести в стране порядок железным кулаком. Методы Пиночета повергли мировую общественность в шок. Главный национальный стадион в Сантьяго
моментально превратили в гигантский фильтрационный концлагерь. Тайная полиция. Дина хватала людей на улицах среди бела дня. По стране прокатился так называемый «караван смерти». Спецотряд военных на вертолетах перелетал от тюрьмы к тюрьме, без суда и следствия, расстреливая и пытая сотни левых активистов, профсоюзных лидеров и студентов. Появился зловещий, леденящий душу феномен – полеты смерти. Чтобы не оставлять улик, политических узников накачивали наркотиками, привязывали к кускам рельсов, грузили на военные вертолеты и живыми сбрасывали в холодные воды Тихого океана. Но у диктатуры Пиночета был и другой, крайне парадоксальный фасад, из-за которого споры о нем не утихают до сих пор. Генерал честно признавал, что армия ничего не понимает в макроэкономике, поэтому он сделал беспрецедентный шаг. Пригласил в правительство группу молодых чилийских экономистов, отучившихся в США под руководством нобелевского лауреата Милтона Фридмана. Их прозвали «Чикаго Бойс». Получив абсолютный карт-бланш и защиту армейских штыков от любых протестов, они провели шоковую терапию, тотальную приватизацию, отмену ценового контроля, урезание социалки и открытие границ для иностранных капиталов. Сначала экономика рухнула еще глубже. Безработица в кризис 1982 года достигала чудовищных 30%. Но затем начался взрывной мощный рост, вошедший в историю как чилийское экономическое чудо. Чили стала одной из самых богатых, технологичных и стабильных стран континента. Более того, в 1988 году Пиночет, уверенный в своей популярности, провел референдум о продлении своих полномочий. И когда народ проголосовал против, он, к удивлению многих, признал поражение и ушел в отставку, обеспечив мирный транзит власти. Он оставил после себя процветающую, современную рыночную экономику, выстроенную на костях тысяч замученных людей, и вечную, незаживающую рану в обществе. Но пока генералы в погонах и бородатые революционеры вели свою бесконечную геополитическую войну, выясняя, какая идеология правильнее, в душных джунглях Колумбии стремительно росла третья сила. Сила, которой было глубоко плевать на догмы Маркса, свободный рынок, доктрины Белого дома и политические манифесты. Их интересовал только чистый, неконтролируемый кэш. В 80-х годах на арену выходит Медельинский картель, бессменным лицом которого становится Пабло Эскобар. Эскобар, начинавший с угона автомобилей, вовремя понял главное золотое правило капитализма. Если в США формируется колоссальный, ненасытный спрос на запрещенный белый порошок, нужно просто отбросить мораль и выстроить гениальную логистику. Он превратил нелегальный трафик в транснациональную мегакорпорацию. На пике своего безумного могущества Медельинский картель контролировал 80% мирового рынка этого запрещенного экспорта и зарабатывал по $60 миллионов каждый божий день. Денег было так невообразимо много, что банда ежемесячно тратила по $2500 только на покупку канцелярских резинок, чтобы перетягивать пачки со $100-долларовыми купюрами. Крысы на подпольных складах и влажность джунглей каждый год уничтожали около 10% всей наличности, сгрызая миллионы. Но Эскобар просто списывал это на мелкие производственные издержки, не обращая внимания. Пабло был невероятно амбициозен и хотел официальной власти. Он даже избрался в Конгресс Колумбии. Но когда министр юстиции Родриго Лара Бонилья публично разоблачил его и с позором выгнал из парламента, Эскобар показал свои зубы. Он просто приказал убить министра. Так началась самая жестокая криминальная война в истории региона. Эскобар сформулировал для госаппарата ультиматум, ставший легендарным: серебро или свинец. Это значило: либо ты берешь чемодан с деньгами и работаешь на картель, либо завтра найдут тебя и всю твою семью. Параллельно Эскобар разыгрывал карту святого благодетеля. Для сотен тысяч нищих жителей Медельина он был настоящим латиноамериканским Робин Гудом. Он на свои деньги строил целые кварталы. Один так и назывался – Баррио Пабло Эскобар. Возводил футбольные стадионы, больницы и буквально раздавал пачки наличных беднякам на улицах. За это обитатели трущоб боготворили его, добровольно становясь его информаторами и живым щитом от полиции.
Апофеоз абсурда наступил, когда правительство Колумбии под жесточайшим давлением США попыталось протолкнуть закон об экстрадиции криминальных боссов в американские тюрьмы. Эскобар, который боялся американских камер больше смерти, на полном серьезе сделал правительству предложение. Он был готов полностью, до последнего цента, выплатить весь многомиллиардный внешний государственный долг Колумбии из собственного бездонного кармана в обмен на отмену закона. Вы только вдумайтесь в масштаб этой наглости. Частное лицо, сколотившее состояние на нелегальном товаре, предлагает купить суверенитет целого государства, чтобы его не трогали. Когда правительство отказалось, Эскобар объявил стране тотальную войну. Он взрывал торговые центры, подорвал пассажирский самолет с сотней невинных людей на борту в надежде убить одного политика, расстреливал кандидатов в президенты, и даже когда он согласился сдаться властям, он выбил себе право построить собственную тюрьму – Ла-Катедраль. Это был фешенебельный курорт за колючей проволокой, с футбольным полем, баром, джакузи и охранниками, которых Пабло нанял сам. Оттуда он продолжал управлять империей и устраивать вечеринки. Когда власти поняли, что это посмешище переходит все границы, и попытались перевести его в обычную тюрьму, Эскобар просто вышел через ворота и скрылся. В конце концов, абсолютная власть, основанная только на страхе и криминальных деньгах, объединила против него всех – спецслужбы США, колумбийскую армию и конкурентов по криминальному миру. Эскобара загнали как дикого зверя и застрелили на крыше в Медельине. Но его фигура навсегда доказала пугающую истину. Реальная безграничная власть может принадлежать человеку без официального статуса, если у него есть армия преданных головорезов и неиссякаемый финансовый поток. История Латинской Америки XX века – это монументальная, захватывающая и невероятно мрачная трагедия целого региона, который оказался зажат в тиски между холодным расчетом чужих держав, жадностью транснациональных корпораций и амбициями местных безжалостных диктаторов. Эти полвека кровопролитий, экономических экспериментов и тайных операций доказали один универсальный закон истории. Когда великие державы и гигантские капиталы начинают делить сферы политического влияния, превращая страны в фигуры на глобальной шахматной доске, первыми в этой безжалостной мясорубке всегда перемалываются свобода, верховенство закона и жизни миллионов простых людей. А теперь традиционный вопрос к вам, уважаемые зрители. Напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, нанес Латинской Америке самый глубокий, непоправимый исторический ущерб? Идеалисты с автоматами вроде Фиделя Кастро, ради утопии лишившие нацию свободы? Жесткие диктаторы в погонах вроде Аугусто Пиночета, построившие экономику на крови и костях несогласных? Неприкрытое внешнее вмешательство и тайные операции спецслужб США? Или же бесконечные криминальные деньги и террор баронов вроде Эскобара? Чьи методы оказались для континента самыми разрушительными? Жду ваших развернутых аргументов под видео. Алгоритмы Ютуба просто обожают, когда вы аргументированно спорите. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие разборы. До встречи в новых исторических расследованиях.